заткнись! Comrades! Ренни Харлин, director of «5 дней в августе» и Геракл. Show me a truth about USSR and Russians. My heart is touched! Ренни Харлин, наполовину фин, наполовину клюква, до кошмара на улице Вязов 4, Крепкого орешка 2 и Скалолаза снял фильм «Рожденный американцем». По сути, первый фильм режиссера Ягодки. Повествование начинается в классической советской деревне под названием Владимир в 1986 году. В деревне разводят оленей и выпрыгивают навстречу девушкам с последующим изнасилованием и убийством при свидетеле. Ну, или как-то так. К сожалению, насладиться бытом простой советской деревни нам дают мало, ведь главными героями являются 3 американца, которые прибывают в Финляндию тусануть. Попить пивка, сидя на холодном, помусорить, поссать, помусорить и пострелять. Посмотри на это. Вы приехали в Финляндию, чтобы уехать за город и пострелять из двухстволки? В Америке что, какие-то проблемы с оружием? Отлично. Хорошо, оставайтесь там. Мне нравится. Граница 500 метров. Вход запрещен законом. 1 километр до границы с СССР. Танцуйте лимбо весь день. Танцуйте лимбо всю ночь. Ребята, давайте после этого на минном поле в футбол погоняем, а? Точняк! Это придумано! В общем, американцы с оружием наперевес решают вплотную подойти к границе СССР. Зачем? Некоторые люди просто, тупые. Поразмыслив у границы, ребята решают ее пересечь. Видимо, чтобы оправдать фразу «невинное приключение» в трейлере. Для этого они ждут в снегу ночи, ну а во тьме переползают колючую проволоку, оставив лишь сумку с вещами. Все эти нервы, стресс холодом для организма. Все это ради чего-то, ведь так? Мы тут отсидимся, а завтра вернемся обратно. На утро злые Иваны находят место пересечения границы и сумку с потерянными вещами. Ткнул краном. Спецоборудование какое-то. Сам не знаю, что такое. The magic technology from America! Ребята решают повременить с пересечением границы и идут вглубь России. Ну а потом подсаживаются в грузовичок, который отвозит их в деревню Владимир, где ребята делятся на 2 группы, одна из которых тащит советскую девушку в амбар. Закрой дверь. Мы не сделали ничего плохого. Ты говоришь по-английски? По-английски. Конечно, говорит, все говорят. Это ружье, курки, понимаешь, по-английски? Мич. Russians. Естественно, после такого ребят ведут в церковь. И прямо на панихиде священнику дают нож. Kill American, Иван! Один из деревенских мужиков взводит курки ружья. Видимо, для того, чтобы застрелить ребят после того, как их пырнут ножом. Kill American by the double barrel shotgun, Иван! Стойте! Священник не трогал ребят, он лишь махал кадилом. За что ты его убил? Там же стоит мужик с ружьем, который готов убить твоих друзей. Неужто лучше убить безоружного священника? Это оскорбляет мои чувства логики. Спасайте поваренную книгу. Внезапно оказывается, что церкви на панихиды запирают так, чтобы оттуда никто выйти не смог. И только с помощью американцев советские жители не сгорают живьем. Но это лишь расчетливый план. Красные варвары не стреляют в американцев, когда могут. Они хотят, чтобы американцы сгорели.
Нет, уже не хотят. Теперь они хотят сами пробраться в церковь, которая горит, и убить американцев, хотя мгновение назад заперли помещение. Чего ты так нервничаешь? Они же идут к тебе с дружбой. Надо бороться. Только что на ваших глазах, дорогие телезрители, вы видели доказательства существования телекинеза. Определенно недоказанный, но стопроцентный факт. Пошел нахер на свое сраное РЕН-ТВ, профессор Ксеноморф! Когда заполыхало уже полдеревни, на помощь приехали солдаты с ППШ. И мы узнаем, что не все русские плохие. Некоторые вместо агрессии за невинно убиенных соплеменников запоздало, но проявляют радушие. Очкарик говорит, что девушка из амбара, которая не понимала по-английски, как-то ему обучилась и объяснила очкарику, что поп убийца. О, ради бога, боже мой! Я позабочусь о тебе. Тебе нужно наложить несколько швов. Черт побери, Мич, я думаю, я кое-что нашел. Что? Динамит. Динамит? 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 Какого черта динамит делает в деревенском магазине? Рядом мужчина. Пригнись! Не убивайте девушку! Господи, по-моему, он крикнул: «Не убивайте девушку», а я его застрелил. Он заставил силой мысли разойтись пулям, словно Моисей развел воду, что доказывает, парень не только владеет телекинезом, он еще и сын пророка. Что ты, мать твою, несешь, РЕН-ТВшник? Научно доказанный факт. Кстати, позвольте узнать, что случилось и куда бежит этот человек? Смотрите, горит. И прямо будто взрослый. Такая прелесть. Извини, я на секундочку. Раковины сломаны, воду не подключили. Тинейджеры в легкую отстреливают советских солдат, и ранение получает только очкарик. Тем не менее, детишки успевают сесть в грузовик, на котором и приехали солдаты. Но Красная Гидра все никак не отстает. Русские солдаты настолько тупые, что стреляют друг другу в ноги и в спины. Плохо сделанные хибары из дерева в Советском Союзе способны восстановиться после взрыва как минимум один раз. Герои по какой-то причине делают круг и возвращаются в ту же деревню. Видимо, надо убить всех советов. Осторожно! Зачем солдат вообще прыгнул на капот? Он что, хотел остановить грузовик весом своего тела? Здравствуйте, общественное объединение Стопхам. Вы припарковались на газоне деревни Владимир. Перепаркуйтесь, иначе вы будут наклеить вам наклейки. Fatality. Все заканчивается как после перехода на другой левел в старом шутере. Вернуться назад уже нельзя, проход как бы завален, но за проходом что-то видно. А именно девушку, единственную нормальную в СССР. Ее хватают солдаты, потому что не догадываются обойти машину и расстрелять дебилов from USA. Господи, ей уже приставили к виску пистолет. Правильно. Правильно. Ребята продолжают изучать СССР и российские традиции, такие как плавание в зимнюю пору, разжигание костра и катание на санках. Что это такое, черт? Здесь рыбы нет. А кто это говорит-то? Кто? Директор стадиона. В лагере под названием Владимир троюродный брат Гитлера из КГБ достает из холодильника пепси-колу, чтобы в помещении, где пар изо рта, охладить свое тело, серьезно облитое потом.
Надеюсь, ты подавишься, приятель. Юморист. Юморист! Юморист! Юморист. Не надо. Не смей, черт побери. In Soviet Russia, Pepsi drinks you! Но заниматься пытками долго не получается, ведь приходит усатый полковник, чтобы самому попытать американцев. Больно? Больно? Это печально. В Советском Союзе все хотели пытать. Здравствуйте, товарищи дети! Сегодня продолжаем изучать азбуку. Буква «П». Раньше мы часто к этому прибегали. Но оказалось, что в странах, которые мы посещали, очень нестабильная электрическая сеть. Иногда повернешь выключатель, а электричества нет. Советский Союз. Стабильных 220 вольт. Клянусь, я просто финский парашютист-любитель, который... Черт, я же говорю по-английски. Нет. И у вас сейчас ноют соски? После пыток ребят тащат в Russian ГУЛАГ. Сокамерники радуются прибывшим. Не хватает лишь звуков зомби. Я ко второму уроку, мам. Суровую лагерную работу, да еще и с ранением, первым не выдерживает очкарик. Мой друг слишком слаб, и на полу холодно, ему нужна кровать. Разве у вас не осталось человеческих чувств? Вы убили священника, вы убивали гражданских, вы расстреляли военных, вы сожгли деревню. Ох уж эти бесчувственные советские заключенные! Мич злится от таких нарушений свобод и ломает позвоночник об кровать безымянному зэку, за что солдаты, похожие на фашистов, тут же его и задерживают. Куда вы забираете его? После этого один из сокамерников на фоне тараканов и свастик рассказывает, что в тюрьме живет некий заключенный, наемный солдат по кличке Адмирал. Он говорит по-английски, и у него много долларов. Единственное, что ему нужно, так это посыльный, так как родился он на улице Герцена в гастрономе номер 22. Известный экономист, по призванию своему библиотекарь, в народе колхозник, в магазине продавец. В экономике, так сказать, необходим. Ой, простите, я на секунду переключился со сценария фильма на речь больного шизофазией и не заметил разницы. Американец, которого, кстати, зовут Совой, решает, что рассказы про адмирала — это сказки, и продолжает работать. Кстати, на заводе при ГУЛАГе рабочим платят зарплату в виде дырявых монет. Интересный факт. Дырявые монеты у всех, а дырявая ложка у одного. За доктора нужно платить долларами. У кого здесь есть доллары, черт возьми? Ни у кого, только у адмирала. Ты молодой человек и здоровый. Ты можешь купить это чем-то другим. Как ни странно, но в советских тюрьмах были услуги не только для гомосексуалистов. Можно было, параллельно отбиваясь от геев, смотреть на женскую душевую. И как раз в ней герой замечает свою спасительницу из деревни. Но крики «Ирина!» Ирина! обрывает представитель США, которого Совой слезно просит вытащить из злосчастного ГУЛАГа. Клянусь богом, мы делали то, что вынуждены были сделать. Да, этот чертов священник отпевал девочку, но мы-то не знали. Может, она из буддистов, и ее отпевать нельзя. Вот мы папа и убили.
Вы должны признать, что правду в этом случае немного сложно принять. Но все это правда. Мы не террористы. Ну, вообще-то те, кто проникают во вражеский тыл, убивают, запугивают, вселяют ужас и страх в гражданских, являются террористами. Тем не менее, усач мутно обещает как-то допомочь, и это призрачное обещание поднимает ребят из глубин уныния. Как насчет Митча? Не беспокойся о нем. Мы его найдем. Просто потерпи, малыш. Нас выведут отсюда. Думай о нас, когда мы уйдем, бритоголовый. Скоро мы будем наслаждаться солнечным светом, а ты останешься здесь гнить, пока не сдохнешь. Что за ублюдок? Мне интересно, хоть один человек сопереживал ему? Американский представитель тем временем внезапно говорит, что ему плевать на школяров. КГБшник мысль продолжает и вызывает заключенных, дабы американец не забывал, что он в СССР. А что было в СССР, остается в СССР. Подавляющее число изнасилований в Советском Союзе совершалось под песню «Калинка-малинка». Совой узнает о вероломности американца и узнает, что девушка, которая спасла их в деревне, умерла. Чтобы немного успокоиться, он требует женской ласки, пока его друга убивают. Я орел! Не прекращай меня крутить! Никогда не останавливайся! Я орел! По какой-то причине на этот раз охрана вмиг не прибегает. И зэк, который убил очкарика, показывает американцу тайный ход, который является просто дырой в стене. Ведь это так очевидно, да? Тайный ход такой огромный, что нужно не только лезть, спускаться по лестнице и идти по пещере, но и чуть ли не ехать несколько станций на метро, чтобы добраться до него. Я адмирал. А это мой спасательный круг. Я же сказал, я адмирал, а не генерал. Меня зовут Совой Браун. Я знаю. Пришло время, чтобы ты узнал несколько вещей. Тюрьма меняет человека. Да, и как же? Я когда-то был белым. Оказывается, в подземельях ГУЛАГа Владимир в СССР черный адмирал прячется от ЦРУ и КГБ. Действительно, где же ему еще прятаться? Митч, которого утащили охранники в самом начале фильма, оказывается жив. Что они с ним сделали? Он сейчас в игре. Это отдельный мир, и там нет охранников. Там есть просто правила игры. Ты можешь остаться в живых только пока ты выигрываешь. Здесь настоящий ад. Это смертный приговор. И они играют за жизнь. Не удивляйся. Ты не узнаешь своего друга Митча. Он сломлен. Он забыл, кем он был раньше, и как все он хочет теперь быть королем. Король отдает приказания. Король должен постоянно выигрывать. Выживает сильнейший. Знаешь, что делают в тюрячке? Играют в шахматы. Нам нужно тщательно подготовиться. Карты, оружие, даже дубликаты ключей. Свобода имеет свою цену, и ты должен заплатить за нее. Бернет тоже хочет. Он же охранник. Я знаю, но ему здесь не нравится. Совой под мотивирующие кадры и музыку начинает готовиться к тайному турниру, проходящему в подземельях тюрьмы и вообще неизвестного для тюремной охраны. Совой только что подготовился к боям без правил, которые проводят заключенные под видом шахматного турнира, где они же играют с зэками. И все это в подземельях советской тюрьмы. Я действительно должен в это поверить, лишь потому, что вы 2 раза повторили удар в прыжке под металлический запил? Ладно. Ты сделал ключи согласно моим инструкциям? Хорошо. Хорошо? Да это же просто... Превосходно сделанные ключи.
Перед турниром остается одно – хорошо побриться ножом-бабочкой. Здравствуйте, меня зовут Иван. Одну ногу я побрил обычным станком, а другую ножом. Ох ты ж, блядь! Распалившись бабочкой, Совой не отказывает себе в удовольствии присовокупить русскую девушку, которая тоже спокойно бродит по этим секретным подземельям. Ну а после плохо выбритый американец в костюме тюремного охранника спускается в подземный мир тюрьмы, где нет охранников. Ведь этот подземный мир как бы секретный. К чему было надевать костюм охранника? Этот парень пиздец какой тупой! Да этот парень пиздец какой находчивый! Чертов повторяющийся удар с разворота под металлический запил. Любого убедит. Совой не выдерживает напряга, ведь там белая давай 3. Белая, давай, 3. Рон, нет. В чем дело? Он хочет пожертвовать собой. Нет, Рон, должен быть другой путь. Джонни, давай. Наплевав на ненужную маскировку, американец бросается к другу, который его не узнает, потому что режиссер фильма смотрел «Охотника на оленей». Митч, мы едем домой. Митч, ты проиграл. Митч, он убьет тебя. Что они с тобой сделали, Митч? Послушай меня, мы едем домой. Митч. Не смей так поступать. Не делай так, не надо. Что с тобой? Ты меня не узнаешь? Ты не узнаешь меня? Давай на пристань? Совой срывает партию, так как нагло мухлюет, воруя фигуры. Только что на этом месте у меня стояла ладья, теперь ее нет. Нет, значит не было. Не было, была. Хотите сдаться, так скажите, что вы мне голову морочите? Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны. Несмотря на полную недееспособность Митча, сопоставимую со сценаристами русских комедий, Совой протаскивает друга через километры тоннелей. И внезапно, откуда ни возьмись, появляется охрана тюрьмы. Я, кажется, знаю, чем вы до этого занимались. Вошнитин! How could you miss? Наконец, подойдя вплотную к Митчу, один из солдат все же попадает и от радости высаживает целый магазин. Нет. Да, Иван! Да! Так как советским солдатам было достаточно застрелить лишь одного беглеца, второй им, видимо, не нужен, Совой легко покидает подвал через второй этаж и воссоединяется со своей новой девушкой и подранком-адмиралом. Но уйти из ГУЛАГа спокойно не дают. Благо герои забегают в советскую оружейную, где Совой набирает комплект базук и УЗИ. Советское оружие для охраны ГУЛАГов разрабатывалось путем воровства израильского. Само собой, измученный сроком американец и старый адмирал показывают советским Кузькину мать. Он даже не попадает, но его враги все равно умирают. А я говорил! Я говорил! Ну ладно, к стрельбе адмирала не будем цепляться, ведь он, судя по всему, вырос в гетто. А теперь я должен дезертировать с корабля. Что вы имеете в виду? Вы не идете с нами? Я не говорил, что я собирался это сделать. Но они убьют вас. Я бы поставил это под сомнение. Это моя страховка. Рассказывать несколько секретов. Это моя книга о ЦРУ и КГБ. Передайте это моим друзьям. Их имена внутри. Это мой билет обратно в Штаты.
Ренни, какие еще русские? Какая еще страховка? Какой еще черный адмирал? Какие еще незаконченные дела? Что вы несете, Ренни? Помни все, что я рассказал тебе о КГБ. В Советском Союзе 3 пола. Мужской, женский и КГБ. Адмирал уходит в закат, а герои прорываются через границу с Финляндией. Финны на горящий автомобиль с советской границы реагируют спокойно, это ведь в порядке вещей. Ну а в итоге машина героев глохнет. Кто-то едет. Может, нас подвезут? Помни то, что адмирал рассказал о КГБ. Вы, даже не проверили, кто это! Советы бывают двух типов, полезные и мертвые. 5 дней спустя Совой Браун и Надя Кулакова улетели в США. По сообщениям, адмирала видели в США. Его точное местоположение неизвестно. Американское правительство предъявило официальную жалобу по этому делу. Российское правительство так и не ответило. И официально этот инцидент никогда не происходил. No way! Иван, please stop playing on the balalaika. Your music is so painful. После этого правдорубного фильма об СССР Ренни Харлин получил в руки карт-бланш в виде режиссерского кресла в Голливуде. И поныне радует нас своими великолепными картинами. Будь то про русских в Грузии, будь то про Геракла в Греции. Это невероятно! Рожденный американцем является апогеем клюквенных фильмов. Здесь у героев нет даже мнимого оправдания убивать русских. В «Красном рассвете» русские хотя бы напали на США, что привело к появлению повстанцев. Какие повстанцы? Это разбойники! А у Харлина ребята с оружием совершили рейд в другую страну, повырезали людей и вернулись обратно. И даже не напоминайте мне про тайный турнир, где зэками играют словно шахматами в подземельях советской тюрьмы. Будем надеяться, что наш любимый режиссер Ягодка не скатится в хорошие режиссеры, а будет держаться на том же уровне. Всего плохого. What is it? What is it?